Союзники обеспокоены шаткостью позиции Байдена по поводу трубопровода Путина. Противники России в Центральной и Восточной Европе обеспокоены. Президент Байден не готов бороться изо всех сил, чтобы остановить газопровод Россия-Германия «Северный поток-2», один из основных приоритетов Владимира Путина. «Северный поток-2» – первая серьезная проверка того, будет ли жесткая риторика Байдена против российского лидера подтверждаться действиями. Российские оппоненты опасаются, что Байден не хочет противодействовать Ангеле Меркель и не нанесет немцам серьезных убытков. Завершение строительства «Северного потока-2» станет для Путина огромной геополитической победой и даст ему новые существенные рычаги воздействия в Европе. Россия прекратила поставки природного газа на Украину в качестве возмездия за споры. Обход Украины прямым трубопроводом в Германию помогает России добиваться своей цели по изоляции своего бывшего государства-клиента, ныне страдающего демократией, от Западной Европы. В настоящее время российский газ должен идти через Украину в Европу. Трубопровод готов более чем на 90% и может быть завершен к лету без серьезного вмешательства, чтобы остановить его. В понедельник источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сказал, украинцы немного разочарованы тем, что президент Байден не взял на себя обязательства во время Мюнхенской конференции использовать все инструменты, которые в его силах, чтобы остановить «Северный поток-2». Министры иностранных дел Польши и Украины написали в соавторстве статью в «Политика Европа», в которой призвали Байдена последовать примеру Конгресса США и сделать все, что в его силах, чтобы заблокировать трубопровод. «Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта», написали министры. Госдепартамент представил в Конгресс обязательный отчет, в котором должны были быть перечислены все суда, участвующие в строительстве «Северного потока-2», а также все страховые фирмы и другие компании, участвующие в трубопроводе. Сенатор Джим Риш из Айдахо, главный республиканец в Комитете Сената по международным отношениям, осудил отчет как слабый и неполный. Информация о морском слежении дает понять, что суда, не упомянутые в сегодняшнем отчете, в настоящее время активно поддерживают строительство «Северного потока-2», говорится в заявлении Риша. Он потребовал немедленных объяснений от администрации Байдена. Сенатор Жанна Шахин также сказала, что администрация Байдена должна сделать больше, чтобы остановить трубопровод, и что она надеется, что ее проинформируют о дополнительных мерах. Партнеры Америки в Восточной и Центральной Европе хотят, чтобы Байден ясно дал понять, что готов сделать все возможное, чтобы помешать завершению строительства трубопровода. Это будет включать в себя санкции в отношении всего строительного флота и сигнал о готовности наложить санкции на немецкие коммунальные предприятия, которые будут получать российскую энергию. Хотя команда Байдена заявила, что «Северный поток-2» – это плохая сделка, и что они хотят его остановить, администрация пока мало что сделала, чтобы предположить, что она готова принять участие в борьбе. Это еще один маркер в пользу любимой многими конспирологической теории о том, что администрация Байдена является лишь ширмой для теневого правительства Трампа. Правда ли это? Но крупные строительные работы на «Северном потоке-2» возобновились после прихода к власти Байдена. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте, ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин. Алена, Филипп. и Оксана, А также вся команда делового мира.